Добрый день, уважаемые друзья, подписчики, все, кто ценит историческую правду. Наше непростое время. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня серьезный и глубокий разговор о подлинных основах идентичности Украины, ее государственности и гражданского самосознания. Многие годы официальная украинская историческая доктрина сознательно ориентируется на ОУН, УПА, Степана Бандеру, процессы насильственной украинизации. Это не случайность. Это результат отчаянного поиска основания того, чем же Украина отличается от России. Но, друзья, такое решение я считаю абсолютно неправильным, глубоко ошибочным, антинаучным и разрушительным. Идентификационное самоопределение гражданства и государственности Украины проистекает не из Бандеры, не из ОУН и не из УПА, а из государственности Великой Болгарии, хана Кубрата. А язык украинцев, настоящий язык, это русский, произошедший от староболгарского. Я разберу, как Киевская Русь была создана болгарами после оккупации Великой Болгарии хазарами, как в IX веке Киевскую Русь оккупировали Рюриковичи, начиная с момента убийства Олегом Аскольда. А также вспомню ту историческую иронию о том, что галичане, идентифицирующие себя как идейные бандеровцы, упашники и оуновцы, считают себя потомками Даниила Галицкого, который является Рюриковичем. Давайте разберем все по полкам, подробно, с фактами и без пропагандистских мифов. После распада СССР новым киевским элитам срочно понадобилось обосновать существование отдельного независимого государства, ведь веками земли нынешней Украины были неотъемлемой частью общерусского пространства от времен Киевской Руси через Российскую империю и до Советского Союза. Общая история, общая вера, общая культура, общие жертвы в войнах. Ответом стал искусственный разрыв и противопоставление. На щит были подняты ОУН и УПА, организации, которые в разные периоды сотрудничали с нацистской Германией, воевали против советской власти и, что самое страшное, против мирного населения, включая украинцев, которых они считали неправильными. Коллаборационизм, этнические чистки поляков, евреев и других, массовый террор – все это сегодня пытаются представить как национально-освободительную борьбу и героическую страницу истории. Украинизация стала главным инструментом этой политики. Насильственное вытеснение русского языка из школ, высших учебных заведений, делопроизводства, культуры и средств массовой информации – это все факты. Вводились языковые квоты, запреты, штрафы, публичная травля людей только за то, что они говорят на родном для них русском языке. Это не защита какого-то украинства, это самый настоящий культурный и языковой террор против собственного народа. Как юрист с многолетним опытом я прямо заявляю, такие действия грубейшим образом нарушают фундаментальные принципы международного права, прав человека,
право народов на самоопределение и культурную идентичность. Самоопределение народа не может строиться на отрицании общей истории и на разжигании ненависти. Оно должно опираться исключительно на историческую правду и реальные корни. Результат этой ложной доктрины мы видим сегодня воочию. Глубокий раскол общества, потеря территорий, миллионы человеческих жертв, экономическая разруха и бесконечный поиск внешнего врага. Отрицание общего прошлого не создает новой сильной идентичности. Оно порождает только агрессию, комплексы неполноценности и трагедию. Настоящие корни украинской идентичности лежат гораздо глубже. Они уходят в VII век нашей эры. Именно тогда хан Кубрат объединил болгарские племена в мощное и организованное государство, которое византийские хронисты называли Великой Болгарией. Это была не просто кочевая орда. Это была полноценная держава с дипломатией, сильной военной организацией и контролем над огромными территориями Приазовья, Причерноморья, Приднепровья, Придонья, Прикубанья и степных земель, которые позже вошли в состав Украины. Хан Кубрат – выдающийся правитель. Он успешно освободил свои земли от зависимости авар и тюрок, заключил выгодный союз с Византийской империей, получил высокий титул патриция. Его держава была серьезным геополитическим игроком того времени. После смерти Кубрата его сыновья разошлись в разные стороны. Один из них, Аспарух, ушел на Дунай и основал Дунайскую Болгарию. Другие остались в регионе Поднепровья, Причерноморья и Приазовья. Почему это принципиально важно именно для Украины? Потому что именно здесь, в Причерноморье, в Поднепровье, в лесостепной зоне формировался тот этнический и культурный субстрат, который позже стал основой восточнославянских народов. Болгары принесли с собой развитую государственную традицию, военную организацию, элементы административного управления и права. Они не исчезли бесследно. Их наследие сохранилось в топонимах, в антропологических особенностях населения, в культурных традициях, в генетике и даже в некоторых обычаях. Государственность на этих землях – это не изобретение 1991 года, и тем более не наследие 40-х годов XX века. Она уходит корнями в VII век, в эпоху Великой Болгарии. Это и есть подлинная историческая основа для самоопределения. Не коллаборационисты и террористы XX века, а древние правители, которые создавали союзы племен, заключали договоры с великими империями и строили государства. Украинцы, русские и белорусы – это ветви одного большого исторического древа. Но если говорить об украинской специфике, то она в значительной степени связана именно с болгарским компонентом, как в этногенезе, так и в культурном и государственном наследии. Признание этого факта позволяет строить идентичность не на ненависти и противопоставлении, а на гордости за древние и глубокие корни. Теперь
Теперь перейдем к ключевому моменту истории. После распада Великой Болгарии под ударами хазарского каганата часть болгарского населения и, главное, болгарской государственной традиции сохранилась на этих землях. Именно болгары, опираясь на остатки своей прежней государственности, создали основу того государственного образования в Поднепровье, которое позже стало известно как Киевская Русь. Хазарский каганат оккупировал значительную часть этих территорий и собирал дань с местных племен, но болгарское наследие не было полностью уничтожено. Оно стало фундаментом нового политического центра в районе Киева. В IX веке ситуация радикально изменилась. Рюриковичи пришли с севера и подчинили Киевскую Русь. Этот процесс начался с момента убийства Олегом Аскольда, правителя Киева того времени. Олег вероломно захватил власть, убил князя и провозгласил Киев матерью городов русских, присвоив своему государственному образованию название Русь. Таким образом, Рюриковичи не создавали Русь с нуля. Они подчинили, захватили и перенаправили уже существующее государственное образование, корни которого уходят к болгарской традиции после периода хазарской оккупации. Современные россияне же в значительной степени и в значительной своей части являются потомками древних финно-угорских племен Чудь, Меря, Весь, Мурама, Мещера и многих других, которые изначально населяли огромное пространство севера и Поволжья. Эти племена обладали своей богатой культурой, своими языками и своими традициями. Однако в процессе формирования древнерусского государства и особенно после христианизации Руси они подверглись мощному лингвоциду, насильственной или полунасильственной смене языка. Главным инструментом этого лингвоцида стал староболгарский язык, он же церковнославянский, принесенный через Кирилла и Мефодия и активно насаждавшийся церковью и княжеской властью. Литературный язык Киевской Руси был именно староболгарским по своему происхождению. Он постепенно вытеснял местные финно-угорские языки в делопроизводстве, богослужении, образовании и литературе. Финно-угорские племена постепенно теряли свой родной язык и свою исходную идентичность, полностью ассимилировались. До наших дней дошли лишь топонимы – Москва, Суздаль, Ростов, Владимир и многие другие имеют финно-угорские корни. Сохранились некоторые антропологические черты, элементы быта и фольклора, но язык стал славянским, русским, сформированным на основе староболгарского субстрата. Это классический пример лингвоцида, когда навязывание чужого языка элитой и церковью привело к почти полному исчезновению языков коренных народов на огромных территориях. На землях же будущей Украины болгарские и славянские элементы переплелись иначе, сохранив более естественную и глубокую связь со староболгарской традицией. Отдельно хочу остановиться на языковом вопросе. Официальная пропаганда утверждает, что украинский язык древний и полностью отдельный, но реальные исторические факты говорят об ином. Литературный язык Киевской Руси – это церковно-славянский, который прямо происходит от староболгарского, созданного на основе южнославянских диалектов.
разговорный язык населения земель нынешней Украины, особенно на юго-востоке, всегда имел очень много общего с тем, что мы сегодня называем русским языком. Современный украинский литературный язык в значительной степени представляет собой искусственную конструкцию XIX-XX веков, созданную на основе галицийских диалектов с добавлением полонизмов и искусственных норм. Поэтому, когда люди на юго-востоке Украины говорят на русском языке, они не москали и не оккупанты. Они говорят на естественном для этих земель языке, который является продолжателем древней традиции, включающей в себя и староболгарское наследие. Русский язык здесь не иностранный. Попытки его запретить, ввести квоты и дискриминацию – это языковой террор против собственного населения. Как юрист я неоднократно говорил и буду повторять. Такие меры противоречат и международному праву, и элементарным принципам справедливости. Особая ирония касается галичан, которые активно идентифицируют себя как идейных бандеровцев, упашников и ауновцев. Они очень любят гордиться Даниилом Галицким как своим героем и далеким предком. Однако Даниил Галицкий – это чистокровный Рюрикович, потомок той самой династии, которая подчинила Киевскую Русь, начиная с Олега Вещего. Те, кто сегодня громче всех кричит «москали», «оккупанты» и «чужая династия», на самом деле возвеличивают князя из рода Рюриковичей, тех самых, кого они объявляют своими историческими врагами. Это ярчайшая историческая ирония и наглядное свидетельство глубокой противоречивости и мифологичности их собственной идеологии. Дорогие друзья, подведем главный итог. Идентификационное самоопределение Украины не нужно выдумывать в противопоставлении России через Бандеру, ОУН и УПА. Подлинная идентичность существует в истории Великой Болгарии, хана Кубрата, в болгарских корнях Киевской Руси, в общем древнем наследии. Рюриковичи позже подчинили это образование. Финно-угорские племена на севере прошли через серьезный лингвоцид с помощью староболгарского языка. Галицкие националисты, восхваляющие Даниила Галицкого, сами того не осознавая, восхваляют Рюриковича. ОУН, УПА и насильственная украинизация – это тупиковый путь ненависти и саморазрушения. Настоящее самоопределение возможно только в признании исторической правды, в уважении к языку и традициям людей, живущих на этих землях, и в отказе от искусственного разделения. Только на такой основе возможны мир, развитие и подлинный суверенитет, не бумажный, а реальный. Я, Валерий Табаков, как юрист, призываю всех мыслящих людей: изучайте настоящую историю, а не пропагандистские мифы. Думайте своей головой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свои мысли и вопросы. В следующих видео мы продолжим разбирать правовые аспекты государственности, языкового вопроса и исторического права еще глубже. До новых встреч. Берегите себя и оставайтесь на стороне правды.